Я нахожусь на самом длинном поезде в мире, который везет меня через пустыню Сахара. Меня ждет большое приключение, в котором я не один, а с Леней Пашковским. Мы с ним вместе в этом офигенном путешествии. Посмотрим, что из этого выйдет. Погнали! Мавритания – это одна из последних стран, которая отменила рабство. Здесь в ходу кнопочные телефоны, у многих домов нет адреса, а самый популярный автомобиль – старый Мерс. Основную долю ВВП страны составляет железная руда, которую перевозят на самом длинном поезде в мире по железной дороге из города Зуйрат в город Нуадибу через пустыню Сахара. Для многих местных этот поезд единственное, что связывает их с большой землей. Его часто используют, чтобы добраться в отдаленные поселения и доставить туда продукты первой необходимости – воду, рыбу, крупы, домашний скот. Понимая это, железнодорожная компания разрешает запрыгивать на грузовой поезд и перевозить на нем свои вещи. Но это тяжелое испытание. Ветер, песок, пыль, палящее солнце днем и холод ночью. Мы едем по трассе вдоль железной дороги, где скоро должен показаться поезд. Я надеюсь, мы успеем на него запрыгнуть. Поезд приходит примерно в 3 часа дня. Всегда это время может меняться. Перед отправлением поезда мы зашли в будку охранников местных. Они здесь на расслабоне, но на самом деле у них есть такая какая-то черта, что все они требуют какой-то авторизацион. В общем, какой-то пропуск, допуск. Вот для всего им нужен какой-то пропуск, чтобы что-то сделать, чтобы сфоткать и так далее. Меня знаешь, что радует? Я когда смотрел все твои поездки, я думал, что я так вот делать никогда не буду, потому что я за свою жизнь переживаю. Но в этом случае я спокоен, потому что, понятно, что не надо запрыгивать на поезд на ходу, не надо там, знаешь, особо рисковать. Забрался, сел, расположился, кайфуй. Отдалай! Я тебе скажу, что во многих маршрутках ездить гораздо менее комфортно, чем сейчас здесь. Типа, я вспоминаю какие-нибудь тибетские маршрутки, и это было ад. А здесь, круто. Если бы пыль не лезла в глаза, вообще было бы офигительно. Потому что прохладно, ветерочек, красивые виды, сидеть удобно, мягенько. Кайф. Нам еще повезло, что мы, с этими чуваками залезли, наверное, потому что если бы мы на голом вот этом лежали металле, может быть, мне бы не так нравилось. Местные здесь ездят на поезде не ради удовольствия, а это необходимость. Они перевозят товары дальше
Сахару по городам. Некоторые из них, например, вот эти вот пацаны, они покупают рыбу в таких коробках и продают ее в Зуйрате. Покупают в Нуадибо, продают в Зуйрате, потому что далеко в пустыне рыба стоит гораздо дороже, чем в порту. Could you ask where they go? زويرات What for? زويرات اشتغلوا الحوت بيعوه sell fish. And why do they go so far to sell it? Why don't they sell it in the town? عن هنا نوادي وهوين هوك واعد المرات يكسر عليك الحوت. خفاش يكسر لك اكياس. لا مسكين نص كيس لا 30 كيلو 45 كيلو ها؟ كما جات بكره. كما جاتنا وين جينا كان عدله اليوم تشوفه كم تعدلوه؟ تقريبا 3 سنوات ونص حصل الشباب الشروات الجو تشوفها بالقلب. ذاك يناطوا سمن عدلوه سنة الله سنتين ايه كله ذاك اللي كانوا هن ما هم فاصلين كنا عدلوه تبيعوا لا الحوت ما تبيعوا الشيخة. بيعوا للحوت جلس فيش. كله عن رمضان بيعوا الخضرة والجوف لا كانوا تعودوا تقاربوا زين عندكم متمتعين فيه والله. باي فرقان ها؟ فرقان بالناس ناس اجتماع ويردوا الناس Они покупают эту рыбу, запрыгивают на товарняк с железной рудой и едут в пустыню Сахара, там где-то спрыгивают и продают местному населению все еще свежую рыбу, купленную здесь на рынке. Nos vamos a unos par de días, 3, 4, 5 hasta una semana. Si hay pescado, volvemos en 3, 2 días. Si no hay, hacemos ahí una semana y volvemos. ¿Dónde está la red? En el lugar de la red, ahí dormimos. Cuando echamos la red al mar, aquí dormimos. Nosotros es como la vida normal. La mañana el desayuno, ¿cómo se llama? El almuerzo y la cena. Y algunos trabajando, uno allá haciendo comida para todos. Чувак, у меня просто колокола бьют внутри. У меня такой восторг. Это... Блин, у меня такой восторг, чувак, это просто невероятно. Это действительно одновременно чувство одиночества и свободы, как ты говорил. Блин, и невероятная красота. Вообще, я не знаю, как это объяснить. Сейчас под вечер мы едем. Мы выехали из песчаной бури. Ветер подутих, песок больше не попадает в глаза. И такое состояние, когда у тебя вокруг идеальная температура. Тебе не жарко, не холодно. Тебе просто офигенно. И при этом ты едешь просто через пустоту, а за тобой садится солнце медленно. Люди здесь действительно, когда они попадают в такое общее пространство, не знаю, как будто бы они действительно сближаются. الحمد لله. لا صحيح. معاه القيصان. قيصان سودانية واحد.
شباب تمسك وهم عسكم معنا. Я лежал, заснул. И мне снится, что я приезжаю, прихожу домой. Прихожу домой, а дома окна нараспашку и сквозняк. И тут я просыпаюсь, открываю глаза, надо мной небо, но поезд остановился. Тишина просто тотальная. Звезд миллиард над головой. И мы в Сахаре. И легкий ветерок щекочет спину. Вот, где мы. That's it. С прибытием, ребятки. Вот можно увидеть на рынке ту самую рыбу, которую люди покупают в Нуадзибу или ловят в Нуадзибу и на том самом грузовом поезде перевозят сюда, в глубину пустыни, чтобы перепродавать. Потому что здесь, само собой, нет никаких водоемов, где рыбу можно словить. Она вся привозная. Celui qui fabrique les marmettes là. Ça c'est marmette, ça c'est petit marmette, ça c'est grand fourneau. Ça c'est Armignon. Oui, Armignon il fabrique les marmettes ça. Là, ça c'est glace. On a pour les arbres pour fabriquer tous les marmettes. Voilà. Africains, on fabrique marmettes seulement. Nous, il y a des Mauritaniens, il y a des Sénégalais. On fabrique des marmettes ici, tout le monde. Il n'y a pas de problème. On gagne un peu pour manger avec les enfants, avec tout le monde. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour les Oumar. Ils s'appellent Oumar, c'est des Mauritaniens. Celles qui peuvent fabriquer ici les marmettes dans le Mourtaï. Ça c'est pour les viandes. On met les viandes avec tout. Ça c'est des moraisons. Ça c'est fourneau. Pour les sauces, pour quand on met la viande. Ça, on met le courant. Ça, c'est on met la marmette. Adouga. Ça, c'est gratté. Ça, c'est gratté, la marmette. On met la marmette tout ça. Comme ça, on a gratté comme ça. Moi, je m'appelle Dia Hamadi, c'est Dia Omar, c'est Guissé Demba. Ça, c'est Omar Sy. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Мы арендовали машину и сейчас едем к местным племенам кочевников для того, чтобы посмотреть, как они живут. Добраться до них можно только на машине, потому что они находятся посреди Сахары. Поэтому как бы нам нужен транспорт, который сможет туда доехать. А эта машина то, что нужно, я думаю. Она полноприводная и вообще.
школе учатся дети с 6 до 14 лет, мальчики с девочками все вместе. И этот учитель единственный на всю деревню, единственный в этой школе. Он преподает все предметы: математику, арабский, французский, физику они даже назвали, и исламскую науку. Мы уточнили, что такое исламская наука. Это Коран в первую очередь, и это все, чему учит Коран об устройстве мира и так далее. И на просьбу прочитать что-то из их любимых историй, пересказать, вот встал мальчик, которого они назвали самым здесь успешным, умным отличником. Вот он прочитал нам суру из Корана. Прочитал очень красиво. Я даже не понимая, о чем речь, прочувствовал как минимум эмоцию. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا إليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الله الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض В любой деревне, куда бы мы ни заехали, нам постоянно из магазинов, из дверей, из всех протягивают такие вот стопки с чаем. Не знаю, мы постоянно целый день пьем чай с сахаром, очень мало едим и, кажется, существуем благодаря просто этому чаю и сахару, который здесь есть. Я стараюсь помедленнее ехать. جبت خلينا حلبان ودون حلبان شي مع باهي Play. تغزتنا عيود معك عيود مو دحين قلت خذيت اعطيك جرة صغيرة من الدوح جيبها لي طلع لي كذا قلتي الصيف ما قمت لي وين راح الليل ما طولي شكلنا ما فاصل حد قارب حد قارب ايش فيه هذا قارب ارجوك ما تلي مرشي ما تعاد يا قلبي
يا سهل قالوا لك نعرف واحد من هنا واحد منهم يا اخي ما قال اللي جاك شحال قطير يعني قول ابوي ارجع وقف طايح من الفام Рвем вот хлеб, который они в углях запекали. Он приготовился спустя часа полтора, мне кажется. И мы его сейчас разрываем на маленькие кусочки, чтобы, ну, наверное, будем смешивать с молоком, мясом, вот этими всеми делами, которые там на жиру готовили. It's really one of the traditional plates in Mauritania. Really. Мы находимся в местном племени посреди Сахары, которое называет себя Ишиф. Этот народ называет себя Ишиф. Люди извне называют его берберы. И, насколько я успел понять, мы находимся в месте, где высохло русло реки. То есть реки нет, воды нет. И эти племена кочуют вдоль этого русла, не знаю, пока их скот, пока козочки едят то, что здесь можно съесть, вот, потом они перемещаются в следующее место. Хоть река и высохла, как мне сказали, что под слоем песка есть ил, а под слоем ила все еще течет вода, и именно это и дает жизнь местным растениям. При этом, когда начинается сезон дождей, если, когда дожди идут, это здесь редко, последний дождь был 2 года назад, тогда река наполняется водой, и как бы здесь все цветет зеленым, насколько это возможно. What mom she has is skin of small goat. They put inside milk and they try to mix. That give kind of cream or or fromage. It's really important. After that, the milk came delicious. Sometimes in winter they have a lot of liters of milk, kind of 20 liters, and it's a lot for the family. So they take directly milk from the bowl to sand. After 2-3 days, sand came kind of like small rocks, and they save that in bag of plastic for a couple of days. In summer no milk. They put that rock in bottles like this, empty, and they put a little of water. They close and they mixed a couple of times, and they put in the bowl, and the milk came. The first milk exists, and they put sugar and water, and they mix. They drink. Zrik, name it Zrik. But this kind of milk put in the sand, his name is Gars. Мы собираемся провести в этом племени какое-то время, посмотреть, как они живут, чем они занимаются. Вот прямо сейчас здесь девочки сидят, девочки в основном, да, дети, читают Коран. То есть, несмотря на то, что это племя, которое живет в пустыне, они исповедуют ислам. ارجع الوتر ارجع الوتر ارجع الوتر كيف لما خلاونا نكون نمشي اللي قبل هو يدري عمو بيبي خلاص كانوا وش خلاص كانوا لا هو يدري عمو يخرج بقية الاشياء
والله كويس من اللي دوين فقط. تفطر عندك قارح قلت لك تفطر عندك ما تنام. الشيء قاعد يسمع انه ما هو فايدة. هاي هذا جبار. Мы собрали эти канистры по всей деревне. Ну, это сложно назвать деревней. Мы проехали по разным кемпингам, по разным лагерям кочевников, собрали со всех вот эти канистры. Сейчас их наберем и развезем. Им сэкономим кучу времени, потому что они наверняка на осликах вешают на ослика эти канистры и идут сюда набирать воду. Что примечательно, здесь вот мы набирали только что вручную с колодца, но здесь еще есть солнечные батареи и установлен насос, работающий в пустыне на солнечных батареях, и добывающий воду вот по этому шлангу из-под земли. То есть, в общем, ребята довольно-таки продуманные, технологии пришли и в это место тоже. بدهون زينة إن شاء الله بها الصباط والحشو لا تمشي وتشرب وجهي من هذا الهواي هي راجل صدره تحصر فيه ولا تشكر فيه ولا شيء سوي احنا دائما ذاك تجيوات تقيل عندك صدره وانا ذاك يشوت تغير احنا قلنا القليل والضعيف ما قد جيناه لا يمشون مرة الشهر مرة يزيد لي بنهارات مرة أنا ما فيش موكل كان توكل ايش ذوك تدلع ذوك الصباط ذوك الصدر لا ظل توكل وتويدين وراح لي انت في بلاد معلومة كيف بلاد مليان من الربيع نعم تعطي شي تشمعني ما تعطيش من الماء كانوا يشربوا كل النهار ابو ياسر من الزمن نعم دراين شخر يقبوا باقي نسمع شهرين وثلاث جايين اليوم وش الدور جايين مسافرين واخذين معي الارض ماشيين جايين مشوار ذيك الارض السريه ومسافرين بعد الساعه Ребята, если вам понравился видос, то переходите на канал к Лене Пашковскому, у него тоже будут видео из этих мест. Ссылка на его канал будет в закрепленном комментарии. А если вам в целом нравится мое творчество и вы хотите видеть больше видео на моем канале, да, я знаю, что сейчас есть такая проблема, то переходите на Patreon, подписывайтесь на ежемесячную подписку. Даже $1 позволит мне планировать бюджет, позволит мне планировать путешествия, позволит мне нанять человека, который будет помогать мне с продакшеном видео. Поэтому ссылка на Patreon будет в описании под видео и также будет в закрепленном комментарии. Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся в следующем видео.